Слово предоставляется главе Донецкой Народной Республики Александру Владимировичу Захарченко. Товарищи военнослужащие, граждане Донецкой Народной Республики, жители Донецка и гости города, поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы советского народа над немецко-фашистским захватчиком. 72 года назад наш народ нанес сокрушительное поражение самому страшному злу, которое было в истории человечества – фашизму. Наши деды и прадеды мужественно стали на защиту нашей великой Родины и в тяжелейших боях сломили врага. Сегодня мы отвечаем великий праздник, праздник нашей победы. Но в то же время это великий день великой скорби. Сегодня, после военной техники, элиты вооруженных сил Донецкой Народной Республики, по этой площади пройдут тысячи граждан Донецкой Народной Республики, которые вольются в бессмертный полк. Мы чтим память наших погибших героев. К сожалению, война на сегодня находится и у нас на пороге. И погибшие наши предки стоят в одном ряду с нашими братьями, мужьями, сыновьями. Ну как 72 года назад, так и сегодня мы победим. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Ура, товарищи! Смирно! К торжественному маршу! Поротно! На одного линейного дистанции. Знаменная группа прямо. Остальные направо. Равнение направо. Шагом марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал-майор Денис Синенков. Проходят знаменные группы знамени Победы и флага Донецкой Народной Республики. В их составе лучшие военнослужащие отдельного комендантского полка Донецкого гарнизона. На главной площади Донецка самые юные участники парада – лицеисты Республиканского военного лицея.
Командует парадным расчетом начальник лицея полковник Владимир Тарасов. Штандарт министра обороны Донецкой Народной Республики несет лицеист Кирилл Белоусов. Ассистенты – лицеисты Данил Головин и Владимир Масловский. С февраля 2012 года лицей носит имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Берегового. Торжественное шествие войск продолжает офицерский парадный расчет Управления оперативного командования. Возглавляет расчет начальник штаба генерал-майор Руслан Якубов. Штандарт командующего несет подполковник Дмитрий Цке. Ассистенты – подполковник Андрей Шпигель и подполковник Александр Петричук. На площадь вступает парадный расчет гвардейской тактической группы «Комсомольская». Ее бойцы участвовали в сражениях за Славянск, Саур-Могилу, Донецкий аэропорт и Дебальцево. Парадный расчет возглавляет старший лейтенант Александр Шрейн. Бойцы и командиры не раз проявляли чудеса мужества и героизма. Навечно зачислен в списке части ефрейтор Виталий Захарчук, оператор-наводчик танка Т-72, который удостоен звания Герой Донецкой Народной Республики посмертно. Мимо трибун проходит парадный расчет тактической группы «Горловка». Во главе парадного расчета заместитель командира гвардии майор Сергей Бойко. В 2015 году приказом министра обороны соединению было присвоено почетное звание «Гвардейское». Шествие продолжает тактическая группа «Оплот». Парадный расчет возглавляет начальник штаба подполковник Ярослав Аника, который начал свой боевой путь в Славянске. Военнослужащие «Оплота» прославились в боях за Саур-Могилу, Шахтерск, Углегорск и Дебальцево. Трое военнослужащих бригады за совершение двойного танкового тарана получили звание Героев Донецкой Народной Республики. Перед трибуной проходит парадный расчет тактической группы «Купол». Возглавляет его гвардии полковник Олег Светухов. Подразделение было основано в августе 2015 года. Более 200 военнослужащих бригады за мужество и героизм, проявленные в боях за Славянск, Дебальцево и Широкино, награждены орденами и медалями Донецкой Народной Республики. На главной площади Донецка парадный расчет отдельного полка Республиканской гвардии. Командующий Республиканской гвардией генерал-майор Григорий Беляев. Колонну возглавляет заместитель командующего полковник Вадим Меркулов. В феврале 2015 года в поселке Логвиново бойцы этого подразделения в результате 14-часового боя разгромили вражескую группировку, что дало возможность захлопнуть крышку Дебальцевского котла. На площадь вступает парадный расчет курсантов Донецкой академии внутренних дел Донецкой Народной Республики. Возглавляет его ректор академии, полковник полиции Анатолий Попов. На его груди ордена Донецкой Народной Республики за безупречную службу. На площадь выходит колонна парадного расчета внутренних войск Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики. Возглавляет колонну первый заместитель командующего внутренними войсками полковник Сергей Турчин. Личный состав принимал активное участие в защите Славянска, в боях в Донецком аэропорте, освобождении Дебальцева и Углегорска. На главную площадь республики выходят спасатели Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Возглавляет парадный расчет заместитель министра полковник Андрей Агарков. Спасатели первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду в любой точке республики. Перед трибуной, чеканя шаг, проходит парадный расчет женщин-военнослужащих спасательного ведомства, который возглавляет майор Оксана Давыдова. Ежедневно, наряду с мужчинами, женщины выполняют задачи, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций. На площади отряд по проведению специальных спасательных работ особого риска «Легион МЧС Республики».
Возглавляет парадный расчет первый заместитель полковник Олег Пономаренко. Отряд неоднократно принимал участие в мероприятиях территориальной обороны республики и в обеспечении безопасности проведения спасательных операций. Мимо трибун проходит парадный расчет Донецкого общевойскового командного училища. Командует училищем полный кавалер ордена Николая Чудотворца за воинскую доблесть генерал-майор Михаил Тихонов. За особые заслуги в деле защиты Донбасса генерал-майор Тихонов был удостоен высшей награды Ордена Республики. Парадный расчет возглавляет заместитель начальника училища полковник Виталий Рудой. В строю идут курсант Игорь Скрипка и сержант Ярослав Пархоменко, принимавшие участие в боях за независимость Донецкой Народной Республики и награжденные боевыми наградами. В училище проходит службу герой Донецкой Народной Республики лейтенант Андрей Зайцев, который в составе экипажа танка Т-64 в бою под Дебальцево совершил единственный в мире двойной танковый таран. Сегодня вооруженные силы Донецкой Народной Республики, следуя славным традициям отцов и дедов, проявляют образцы храбрости и героизма при защите рубежей отчизны. Они являются прямыми наследниками всего лучшего, что было в традициях русской армии. Высокая боевая активность в единстве с идейной убежденностью, безграничная любовь к своей родине, верность великому воинскому долгу, военной присяге, самоотверженность и массовый героизм в бою, войсковое товарищество и коллективизм. Главное, что передается от поколения к поколению, убежденность в правоте и непобедимости идей. В великом ратном прошлом нашего Отечества сосредоточена огромная духовная энергия, достижение многих поколений. Слава и честь Родины нарабатывалась нашими героями-предками, среди которых ветераны Великой Отечественной войны. Сегодня, в день Великой Победы, вооруженные силы Донецкой Народной Республики вновь доказали, что величайший патриотический подвиг нашего народа неувядаем. Есть такая профессия – Родину защищать. В День Победы мы воздаем должное ветеранам войны, легендарному поколению фронтовиков.